Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Дева. Давайте посмотрим, что вас ожидает представителей знака зодиака Дева в период с 1 по 10 ноября. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет от Таро, совет от Оракула. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Девы, первая декада. Ох, ноября, что-то у меня прям карты прыгают. Да, и путаются они еще. Так, ну для кого-то сообщение, да. Три карты кубков, да. Смотрите, вы столкнулись, это в первую сначала вы могли столкнуться с каким-то обманом. Это может быть измены в отношениях, это могут быть интриги на работу, и эти обманы привели к тому, что вы что-то потеряли. Вы могли потерять отношения, вы могли потерять работу. Но потеряли, может быть, вы сами отказались от человека, который вас обманывал. Девятка кубков. Может быть, еще, если вы рассчитывали на какое-то повышение по службе, здесь вас то ли подсидели, то ли, короче, вы эту возможность могли потерять. Сейчас вы находитесь в таком эмоциональном ступоре. Это карта кризиса эмоционального. Это досада, это расстройство. Это когда человек уходит в свой внутренний мир. Также семерка, ваши какие-то неправильные действия, непродуманные стратегии привели к потере. Вы тоже хотели то ли реализоваться в бизнесе, то ли с отношениями тут что-то. А опять же четверка. Вот для тех, для кого эти карты выпали, во-первых, карта говорит, не зацикливайтесь на этой потере, но не получилось. Но это же не крах всей вашей жизни. Здесь вам Вселенная будет вот эти 10 дней какую-то возможность предоставлять. И если это касалось отношений, то будет новое знакомство. Если это касалось потери каких-то работ, проектов, вот что-то вы не реализовали, то карта говорит, будет помощь от Вселенной. Кто-то вам может предложить работу или присоединиться к какому-то проекту. Самое главное, вы должны на это обратить внимание. Так вот, для вас совет, для кого это выпало. Это предложение о новой работе, может быть даже партнерство. Пажи — это всегда шансы. Шансы и возможности. Если это касалось отношений, то это новое знакомство. Так, хорошо. Девы. Новое знакомство, которое приведет вас к благополучию. Вы на пороге новой любви. А если это работа, то эта карта говорит, что вот это новое или партнерство, или новая работа приведет вас к процветанию. Не отпускают они меня с вами. Так, теперь для всех остальных дев. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Девы, первая декада ноября. Что нам скажет Ленорман? Сюрприз, неожиданность.
Ну, у кого-то здесь новая работа или здесь новый проект. Также это может быть заключение договора по покупке или продаже недвижимости. Кто-то может куда-то уехать на заработки. У кого-то в отношениях может раскрыться какая-то тайна. Все-таки у нас тут смерть легла, потому что это может быть в браке тайная связь. Также, если у вас здесь сделка по покупке недвижимости, могут быть какие-то скрытые мотивы у людей. То есть тщательно проверяйте все документы, продаете ли вы здесь или покупаете. Хорошо, в начале ноября у вас ложится старший аркан звезда. Старший аркан звезда всегда символизирует мечты, надежды человека. То есть карта говорит, что какие-то ваши мечты или планы, к которым вы долго шли, долго стремились, над ними работали, начинают осуществляться. И карта говорит, вы идете в верном направлении. Может быть, вы прошли какие-то испытания, и теперь, то есть у вас открывается вот этот путь к вашей цели. А по звезде всегда это период, когда вот эти сложности, трудности разрешаются легко, и у вас появляется возможность вот воплотить какие-то ваши цели. Давайте мы посмотрим, с чем это связано. Это может быть работа, начать какой-то проект с кем-то или влиться в чей-то проект, найти хорошую работу. Может быть, здесь реализуется ваше желание переехать, смена места жительства, да, вот что-то продаете, может быть, что-то покупаете. Кто-то может по смерти уезжать куда-то на заработки. Может быть, это вообще другой город, другая страна. Да, двойка всегда это или выбор, или очень большие сомнения. Сомнения могут быть получится, не получится, или вы тут выбираете. Да, давайте лучше мы сначала смерть уточним, потом мы вернемся к этой звезде. Если смотреть по отношениям, смерть иногда говорит, когда мы заканчиваем отношения и уходим из брака. То есть вот эта дверь закрылась, и на ней уже даже нет ручки. Туда мы уже вернуться не можем. Да, может быть пока период трансформации, или вы закрыли одну дверь, а у вас открывается другая. Но также это карта перемен жизни, переезд, перелет, переезд. Да, вот. Ну, кто-то заканчивает одни отношения, потому что у вас другие. Да, долго сомневались, выбирали между двумя. Это, знаете, когда есть с кем-то отношения, может быть, даже брак, и сомнения, вот я сейчас разрушу свой брак, уйду из отношений, а вдруг вот у меня с этим человеком ничего не сложится. Эти сомнения могут быть связаны с работой, конечно. Это когда получу, не получу я это приглашение, получу ли я эту работу. А еще, может быть, сомнения, справлюсь, не справлюсь. Если вы выбираете здесь что-то, всегда карта говорит, слушайте свою интуицию. Так. Ну вот опять двойка, опять выбор. Может быть, выбор, конечно, связан с продажей, покупкой дома или там квартиры. Это именно рассчитывать свои силы. Если, например, вы берете ипотеку, потянете, не потянете. Или если вы что-то покупаете, может быть, вот два похожих варианта, и вам тяжело выбрать. Здесь еще карты говорят, вот скрытые мотивы, да. Если вы что-то покупаете, будь то даже это новое жилье или вторичка, вам советуют, дневник всегда это что-то скрытое. Во-первых, проверьте, нет ли там каких-то наследников, которые могут потом претендовать на вашу недвижимость, или нет ли каких-то скрытых дефектов в этом доме, ну, в доме, в квартире. Может быть, наймите какого-то специалиста, который проведет тут аудит. Так, а если это оканчиваются отношения? Ну, тут заканчивается тайная связь, да. У кого-то, да. И опять скрытое что-то. Вот дневник и жрица, да, это то, что или мы ждем долго, или что-то, какая-то тайна. Да, ну, смотрите, если у вас тут недвижимость, ну, не знаю, наймите какого-то человека, профессионального строителя, пусть он хотя бы посмотрит. А то, может, это колосс на глиняных ногах, покупаете дом, а там не фундамент, а какие-то сваи гнилые. Но это как вариант.
Ну, лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Простите за мой английский. Так, хорошо. Ну, кто тут заканчивает тайную связь? Да. А вот для тех, кто в поиске любви, вы тоже тут на пороге перемен. Ну, вот у вас тут две шестерки, да, вот я на пороге любви, но мне страшно. А шестерка говорит, ну тут, во-первых, или, может быть, бороться придется за любовный интерес, или тут нужно побороть себя, чтобы вступить в эти отношения. Вот эти карты говорят о союзе, о начале новых отношений. Но книга у нас закрыта. Кто закрыт сейчас? Вы закрыты или вы столкнетесь с закрытым человеком? Это еще, знаете, когда женщина, у нее есть дети, она знакомится, но скрывает о том, что у нее есть наследники. Ну, все равно эту тайну потом придется открывать. Лучше, как говорится, не прятаться, а сказать сразу. Но это как вариант. Но также это может быть именно закрытие. Но клевер всегда говорит о благоприятных переменах и о создании вот очень крепкого союза. Хорошо, ну тут союз еще у вас и в работе. Если вы на себя работаете, может быть, здесь формирование бизнес-партнерства, может быть, вы вливаетесь вот в какой-то проект, вас приглашают или вам нужно кого-то. Да, сомнения будут, но опять же карты говорят, слушайте свою интуицию. Опять это благоприятная перемена, начать какой-то новый проект, бизнес, работу. Если вы на кого-то работаете, здесь может быть перезаключение трудового договора, или в работе у вас есть человек, на которого вы можете полностью положиться, и он вас всегда выручит, или она, и вы также этого человека выручаете. Ну, то есть есть у вас какой-то близкий по духу человек на работе. Но больше здесь, конечно, тандем. Творческие проекты, бизнес-партнерство. Может быть, вообще у вас тут семейный бизнес? Может, муж, жена, там, отец, сын, мать, дочь. Ну, как вариант. Хорошо. А для тех, кто в поиске, ну, пока карта говорит, нужно ждать. Да, иногда она, наоборот, говорит, что человек уже заждался. Да, есть тут шанс получить работу, вот присоединиться к какому-то проекту. Давайте на эту уверенность уточним для тех, кто в поиске. Может быть, вы ждете приглашения куда-то уехать? Ну, здесь или вы ограничены чем-то, может быть, пока какие-то проблемы со здоровьем, как вариант, или вы что-то ждете. Мне кажется, все-таки вы вот какого-то приглашения, куда-то вам нужно уехать. Может быть, это другая страна. Договор-то вы могли заключить, но вот эта вот книга, которая закрыта, тут еще, знаете, вот сейчас только, да, меня осенило, если вы что-то покупаете или продаете, дневник-то еще может говорить о том, что вот у вас будет удачная сделка, не рассказывайте никому. Не знаю почему. Ну, может быть, чтобы не завидовали. Или налетят родственники бедные. Деньги просить в долг. Да, вот здесь ожидание, но ожидание это не по вашей вине, это именно какие-то стесненные обстоятельства. То ли вы ждете документов, но из-за того, что происходит в мире или вот в стране, вы не можете уехать на заработки. То есть как бы вот не в эти 10 дней, это точно. Еще очень много препятствий и преград на пути. Да, и финансы. Кто-то будет тратиться на недвижимость. Но я вот здесь говорила, что, может быть, это недвижимость, в которую нужно будет вкладываться. Нет, наверное, не говорила. Да. То есть это может быть покупка участка земли или дом, квартира, но без отделки. То есть еще туда или самим делать, или рабочих нанимать. Траты еще будут. Также это может быть что-то связано, покупка-продажа недвижимости. Это может быть получение прибыли от ранее проделанной работы. Это еще может быть продвижение по карьерной лестнице, премии незапланированные, повышение зарплаты. Кто-то будет тратиться на переезд с места на место, кто-то будет тратиться на поездку на заработки, а кто-то будет тратиться на автомобиль. Может быть, покупка-продажа автомобиля. Или что-то для автомобиля, не знаю, может, зимнюю резину будете покупать. Конец 10 дней, опять какая-то борьба, препятствия, преодоление трудностей. Борьба-то может быть и с самим собой. Это когда человек идет к своей цели,
он наполнен упорством, выдержкой, твердостью, силой воли вот, двигаться по своему пути, то ли вас тут люди отговаривают, да у тебя не получится, то ли обстоятельства какие-то еще мешают. Да, есть шанс преодолеть все это, но сила энергии будет затрачена. Давайте посмотрим, что у вас за борьба-то. Тут вот видите, карта говорит совет, что победу-то вы одержите. Да, но тут что-то новое. Трудности по поводу нового. У кого-то здесь борьба с собой, чтобы вступить в новые отношения. У кого-то борьба, может быть, бороться за новую работу, вот, может быть, за какой-то договор. Да, может быть, вы вот на себя работаете. Это может быть или бизнес-партнерство, или, может быть, это очень крупный заказ, но вам нужно побороть своих конкурентов. Ну, а еще борьба – это вот начало строительства, ремонта в доме или в квартире. Это нанимать рабочих, ну, может быть, вот по семерке придется с кем-то побороться, может быть, цену скинуть, ну, что-то в этом роде. Так, ну а шестерка говорит, что боритесь, идите к своей цели, ничего не бойтесь, но в первую очередь победите себя, свои страхи, сомнения. А если вам нужно выиграть какой-то вот договор, конкурс, то здесь карта говорит, постарайтесь, у вас все получится. Хорошо, давайте получим для вас совет Девы. Совет от оракула «Магические врата», первая декада ноября. Слушай свое сердце. Я доверяю голосу своего сердца. Ну, сердце, и слушайте свою интуицию. Если у вас тут какой-то сложный выбор, ну, да, здесь полагайтесь не на ум, расчет, а именно на сердце. Тогда вы будете счастливы. Также это может быть и в работе. Хорошо, давайте получим совет, не совет, а ответ от маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, девам. Первая декада ноября на их запрос, да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего, до свидания.